Всем привет! В этом видео я буду собирать дробовик из игры Fortnite. Приклад и верхняя накладка будут сделаны из листа МДФ 6 мм, который будет склеен между собой столярным клеем. За основу взял игрушечный дробовик, максимально подходящий под проект, но он имеет небольшие отличия в ствольной коробке. Также нужно перенести скользящее цевьё и укоротить ствол. Начал работу с приклада, он будет одним целым с верхней накладкой. Вырезал эту часть из шаблона и перенес ее на лист МДФ. Приложил заготовку к дробовику и подогнал ее плотно к верхней крышке. Эта заготовка будет шаблоном для других частей приклада. Далее вырезал еще две заготовки, но уже без нижней части. Всего заготовок будет 4 штуки, 2 обычные и 2 с укороченным прикладом. Склеил их между собой столярным клеем. Кстати, а какая тебе больше всего нравится игра, PlayerUnknown's Battleground или Fortnite? Пиши свой ответ в комментариях, интересно будет почитать. Зажал в тисках и по краям сжал струбцинами до полного высыхания. Прошло примерно 6 часов, снял все струбцины и обработал торцы заготовки на ленточно-шлифовальной машине. Остались небольшие косяки, которые позже замажу шпаклевкой. Выступы, направляющие для кожуха, вырезал также из МДФ, по 2 слоя с каждой стороны. Для ускорения склеил их секундным клеем. Карандашом разметил грани и сточил их наждачкой. Продольные углубления разметил на заготовках. По точкам насверлил отверстий и соединил их стамеской. Приклеил их к основной части и сжал тисками до полного высыхания. После чего перешел к прикладу, а именно к плечевому упору, который сделан из нескольких частей. Сам плечевой упор будет сделан из сегментов, склеенных между собой. Также сделал щеку на приклад. Пока детали высыхают, доработаю цевьё. Для этого нужно перенести отверстие на толкателе и отрезать от него несколько сантиметров. После доработок цевьё расположено так же, как и на шаблоне. Теперь осталось отпилить лишнюю длину ствола и вклеить новый соединитель.
Затыльник приклада и щеку обработал на ленте и приклеил на свои места. Для надежности стянул саморезами. Далее перешел к модифицированному скользящему цевью, который будет приклеиваться к существующему. По шаблону вырезал несколько частей цевья и склеил их столярным клеем. Чтобы накладки были одинаковыми, обработал их торцы на ленточно-шлифовальной машине, предварительно стянув струбциной. Цевье у разработчиков получилось сложной формы, оно имеет множество граней и углов. Из-за этого в некоторых местах пролетел с размером, исправил недочеты шпаклевкой. Бортик на цевье сделал из ПВХ пластика, но можно было обойтись шпаклевкой либо полоской МДФ. В накладках сделал углубление для лучшего прилегания к стандартному цевью. Нижнюю часть склеил из сегментов, вырезанных по нижней части цевья. После высыхания обработал цевье на ленте. Зашкурил верхнюю часть для лучшей адгезии накладки к ствольной коробке. Нагрел накладку, чтобы клей после нанесения сразу не остыл и можно было скорректировать положение накладки. Заполнил оставшиеся щели горячим клеем. Задний фиксатор сделал из полосы ПВХ пластика. Взял лист ПВХ, из которого буду делать верхний кожух цевья. Разметил первый изгиб, нагрел феном и согнул с помощью плоских предметов. Далее все изгибы буду делать по месту. Кожух обрезал по месту и сделал в нем окна. На ствол сделал насадку в виде разорванного дула. Разметил отверстие под крепление монитора и провода.
Отрезал от деревянного прута кусок и вклеил в отверстие. Из пластика сделал шайбы и приклеил их к корпусу с двух сторон. Монитор будет склеен из квадратных заготовок ПВХ пластика. Обработал заготовку под монитор наждачной бумагой и приклеил ее к ранее сделанному креплению. Провод взял толщиной 8 мм, согнул его по форме корпуса и вдел в отверстие. Приклеил скобы для крепления провода. Из ПВХ пластика сделал пластинку на приклад. Также прострелил не отверстие под шары. Кстати, магазин игрушечного дробовика вмещает примерно 150 шаров. Из пластика сделал мушку и приклеил ее к кожуху. Все неровности и шляпки саморезов скрыл под слоем шпаклевки. Пришло время покраски. Убрал провод и кожух, так как они будут мешать красить детали. Красить буду по частям, с использованием малярного скотча. В основном использовал краску из баллончика, также красил кисточкой акриловой краской. После покраски собрал все навесное и приклеил кожух с помощью пластин. Таким образом я собрал дробовик из игры Fortnite, и он даже будет стрелять. Правда, это игрушка, но развлекаться можно. Также из него можно пострелять дробью, если зарядить его несколько раз. Всем спасибо, что посмотрели. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. Это помогает развитию канала. Всем до встречи в следующем видео, которое, я думаю, не заставит себя долго ждать.